Приветствую всех на моем канале. С вами Валентина Лыкина. В этом видео вяжем прямоугольник и квадрат. Я поделюсь с вами идеальным способом вязания углов, благодаря которому у вас не будут возникать отверстия в этих точках. Первым вяжем квадрат. Отмеряем вспомогательную нить, с помощью которой будем закрывать все последующие ряды. Для каждого изделия длина ниточки разная. Отмерили, делаем кольцо амигуруми, ввожу крючок в получившееся кольцо, захватываю рабочую нить, вытягиваю, захват рабочей нити, провязываю подъемный столбик. Далее с захватом вот этой ниточки в кольцо необходимо провязать всего 8 столбиков. На 8 будем закрывать ряд. Первый я провязала, ввожу крючок в кольцо, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее, опять захват рабочей нити, провязываю столбик номер 2. Ввожу крючок в это же кольцо, захватываю рабочую нить, вытягиваю, опять захват рабочей нити, провязываю уже третий столбик. Таким же образом я вяжу 4, 5, 6 и 7 столбик. На 8 закрываем ряд. Ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, отпускаю рабочую нить и теперь тяну за вспомогательную. Таким образом колечко затягивается. Хорошо, расправляем и затягиваем это кольцо максимально, чтобы в дальнейшем оно не растянулось и здесь не образовалось никаких отверстий. Тяну за рабочую нить и подтягиваю вытянутую петлю до той высоты, как и все остальные столбики я провязывала. Отпускаю рабочую нить и теперь воспользуюсь вспомогательной. Захватываю вспомогательную ниточку и протягиваю через все эти петли. Полностью протянула. Теперь нам необходимо проложить такую же петлю сверху между последним и первым столбиком. Нахожу и расправляю, вот он, первый столбик, здесь второй. Между ними сверху петля, под нее с обратной стороны я ввожу крючок за 2 ниточки. И захватываю сюда вспомогательную вытянутую нить, полностью протягивая. Теперь эту ниточку необходимо вернуть в эту же точку. Переворачиваем, видим вот такие дужки с обратной стороны, под дужку в центр петли, в ту точку, где вышла вспомогательная нить. И возвращаем ее в эту же точку, полностью протягиваем. Так я закрыла первый ряд. Вяжем второй ряд. Ввожу крючок в центр столбика таким образом, чтобы он вышел в той области, где у меня вспомогательная и рабочая ниточка. Я захватываю рабочую нить, вытягиваю, захват рабочей нити, провязываю подъемный столбик. В этом ряду мы будем формировать углы квадрата с помощью прибавок. Начнем вязание с прибавки. В эту точку нам необходимо провязать 3 столбика без накида. Первый я уже провязала. Ввожу крючок в эту же точку, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее выше, чем у первого столбика я вытягивала петлю, и провязываю второй столбик. Ввожу крючок в эту же точку, захватываю рабочую нить и вытягиваю ее на стандартную высоту. Захват рабочей нити, провязываю третий. Я сделала прибавку, и теперь мне нужно провязать промежуточный столбик между этими прибавками, то есть между углами. Нахожу центр столбика предыдущего ряда, ввожу крючок. С обеих сторон у меня здесь ниточки. С этой стороны у нас такая же картина. С этой стороны ниточка, с этой стороны ниточка, а сверху дужка. Захват рабочей нити, провязываю столбик. Далее у нас следует такая же конструкция, то есть прибавка. В одну точку мы провязываем
3 столбика. Ввожу крючок в центр столбика, захватываю рабочую нить, вытягиваю, провязываю первый столбик, ввожу крючок в центр столбика, вытягиваю ниточку выше, чем у первого столбика, вытягивала петлю и провязываю второй, провязываю третий. Так я сформировала второй угол квадрата. Далее у меня опять одиночный столбик провязывается, и далее я формирую опять такую же прибавку, состоящую из 3 столбиков в одну точку. Так я чередую до конца этого ряда. На последнем столбике необходимо закрыть ряд. Ввожу крючок в центр столбика, захватываю рабочую нить, вытягиваю, рабочую нить отпускаю, перехожу на вспомогательную. Захватываю вспомогательную нить и полностью ее протягиваю. Теперь мне необходимо проложить между последним и первым столбиком верхнюю петлю. Нахожу первый столбик и второй. Между ними за верхнюю петлю я ввожу крючок, захватываю вспомогательную нить и полностью ее протягиваю. Теперь мне необходимо эту ниточку вернуть в ту точку, откуда она вышла. С обратной стороны нахожу дужку и центр петли, откуда вышла вспомогательная нить. Возвращаю ее в эту же точку, полностью протягивая. Подтягиваем все эти петли. Больше на закрытии ряда я не буду останавливаться. Все последующие ряды закрываем самостоятельно. Вяжем третий ряд. И здесь мы будем также формировать углы с помощью 3 столбиков в одну точку. Но провязывать мы будем их с очень интересной хитростью, благодаря которой у вас никогда не образуется отверстий в местах прибавок, независимо как плотно вы вяжете. Я также нахожу точку, где завершила вязание, и делаю подъемный столбик. Прибавка будет располагаться в той точке, где прибавка предыдущего ряда. Вот здесь у меня 3 столбика в одну точку. На центральной, второй, я буду провязывать 3 столбика также в одну точку. Здесь мне остается довязать вот один столбик до этого места. И теперь давайте поговорим о конструкции. Здесь у нас 2 ниточки и сверху петля. Обратите внимание на вот эту петельку. Где мы провязывали первый ряд, такая же конструкция, столбик и такая же петля. Нам необходимо ввести крючок таким образом, чтобы захватить вот эту петлю. Раздвигаем здесь столбик и вводим крючок. Здесь внутри нужно также, вот в первом ряду, который мы провязываем, будет проблематично это сделать. Во всех последующих будет проще. Нашли, вот она, петля захвачена. Получается следующая конструкция: 2 ниточки, вот это верхняя петля, дальше у нас вот дужка, и внутри я захватила вот одну такую же стеночку. Вот так. Ввели крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем первый столбик, в эту же точку вводим крючок и провязываем вот этот второй столбик более слабее и провязываем третий столбик в одну точку. Довязываем до следующей точки, где необходимо провязать угол. И промежуток между вот этими прибавками у нас здесь будет 3 столбика. Провязываю первый одиночный, второй и третий. Вот она, эта прибавка. На второй центральный столбик мы должны провязать такую же конструкцию, состоящую из 3 столбиков в одну точку, и захватим дополнительно еще внутри верхнюю ниточку. Таким образом у нас
с этой стороны нить, с этой стороны. Здесь у нас вот она ниточка от верхней петли, дужка, и внутри еще одна ниточка от первого ряда, то есть такая же ниточка. Захватываем рабочую нить, провязываем первый, в эту же точку провязываем второй, но более свободно. И опять повторяем такую же манипуляцию, провязываем третий столбик. Таким образом я сформировала второй угол. Далее довязываем до следующего угла, промежуток здесь 3 одиночных столбика. И повторяем точно так же еще 2 угла. Довязываем до конца и закрываем этот ряд. Четвертый и все последующие ряды вы провязываете аналогичным способом, формируя углы с помощью прибавок, состоящих из 3 столбиков в одну точку с захватом задней ниточки от предыдущего ряда. Интервал между прибавками в каждом ряду будет увеличиваться. И вот такой идеальный квадрат у вас получится без отверстий в местах прибавок. Еще одна глобальная проблема, которая у меня всегда возникает, это отверстия, которые образуются в столбиках первого ряда из-за того, что провязывается второй. Я нашла идеальный способ устранить этот нюанс. Я отрезаю дополнительно ниточку, вставляю ее в иголочку и прохожусь по задним петлям второго ряда. Стягиваю эту ниточку и завязываю на узел. Хвостики прячу в полотно. Таким образом я устраняю этот момент с просветами. И как видите, все здесь получается идеально. Вяжем прямоугольник. Так же, как и для квадрата, отмеряем вспомогательную ниточку, с помощью которой будем закрывать все ряды. Набираем цепочку из воздушных петель и провязываем один ряд столбиков без накида, делая на закруглении в одну точку 3 столбика с этой стороны и 3 столбика в одну точку с этой стороны. У нас получается заготовка овал. Если вы никогда не вязали ранее таких деталей, то переходите в описание, там вас ждет ссылочка на мастер-класс по вязанию овала и вяжите такую заготовку. Теперь мы переходим на вязание второго ряда. В этом ряду мы будем формировать также углы. Следующим образом, так как здесь у меня закончилось вязание и в этой области мне неудобно будет закрывать ряд, поэтому я на несколько столбиков смещусь вот в эту область. Ввожу крючок, захватываю рабочую ниточку и провязываю подъемный столбик. Далее довязываю до той области, где делала закругление, где провязывала 3 столбика в одну точку. На закруглении необходимо сформировать 2 угла прямоугольника. Нахожу ту точку, где провязывала 3 столбика. На первый и на третий необходимо выполнить прибавки, состоящие из 3 столбиков в одну точку. Нашла первый столбик, в его центр, ввожу крючок, захватываю рабочую ниточку, вытягиваю, провязываю первый столбик. Ввожу крючок в эту же точку, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее сильнее, чем в предыдущем случае, и провязываю второй столбик. Ввожу крючок в эту же точку и провязываю третий. Сформировала первый угол. Промежуток между прибавками один одиночный столбик. Ввожу в следующий столбик крючок, захватываю рабочую ниточку и провязываю столбик. Далее у меня на этом закруглении получается третий столбик, и в него я провязываю такую же конструкцию. 3 столбика в одну точку. Ввожу крючок в центр столбика, захватываю рабочую ниточку, вытягиваю и провязываю первый. Ввожу крючок в эту же точку, вытягиваю эту нить сильнее и провязываю второй. Ввожу крючок повторно и провязываю третий. Так я сформировала 2 уголка прямоугольника. Довязываю до следующего закругления и повторяю все то же самое, что и в этом случае.
Довязываю до конца ряда и закрываю его. Когда вы будете довязывать вот в этой области, то необходимо будет захватить вспомогательную нить и ниточку, которую здесь протягивали, и ввязывая завершить этот ряд и сделать подъем точно так же, как и провязывали в квадрате. Довязываем до углов, и здесь мы следуем такому же принципу, как и в квадрате. Мы на центральный столбик, где провязывали 3 столбика, мы провязываем прибавку, состоящую из 3 столбиков в одну точку с захватом задней стеночки от предыдущего ряда. То есть мы делаем все то же самое, что и в квадрате. Я довязываю до центрального столбика, вот он, и также в его центр ввожу крючок, и внутри подхватываю ниточку. Вот так это все выглядит. 3 дужки идет у меня на крючке здесь, и здесь у меня крючок введен в центр столбика. Также провязываю первый, в эту же точку ввожу крючок и более слабо провязываю второй, в эту же точку ввожу крючок и провязываю третий. Первый угол я сформировала. Далее у меня также 3 столбика одиночных. Провязываю первый, в следующую точку провязываю второй, и провязываю третий. Здесь я делала прибавку в предыдущем ряду на центральный второй столбик. Я делаю такую же конструкцию. Ввела в центр, переворачиваю, дополнительно захватываю ниточку и провязываю сначала первый, более слабо провязываю второй и провязываю в эту же точку третий. Вот так это все выглядит. И все последующие ряды мы будем провязывать таким же способом, с захватом задней стеночки во второй столбик этой прибавки. То есть мы также вяжем, как и в квадрате. Провязываем все это дело самостоятельно до нужного размера. И вот такой прямоугольник получился. Здесь также отсутствуют отверстия на углах. И как вы уже поняли, углы в прямоугольнике и в квадрате провязываются одинаковым способом. Так же, как и между углами увеличивается интервал с каждым последующим рядом. Я надеюсь, данный способ будет вам полезен. Пишите ваши комментарии на эту тему, мне интересно. Подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе новых мастер-классов. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!